Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». По вашим многочисленным просьбам сегодня будем готовить национальное турецкое блюдо имам байлды. Как гласит история, когда имам попробовал это блюдо, он был в полном восторге. Давайте сегодня приготовим это блюдо, чтобы в восторге были вы и ваши близкие. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Подготовила набор ингредиентов, продуктов, которые нам понадобятся. Точно я все укажу под видео в описании. Итак, начинаем. Так, я подготовила 4 баклажанчика, то есть у нас получается 4 порции. Баклажаны нужно выбирать с мелкими семенами, не грушевидной формы, то есть не сильно пышные баклажаны для вот именно этого рецепта. Сейчас нам нужно будет от плодоножки освободить, оставляем только хвостики и оформим в виде зебры баклажаны. И сейчас мы срезаем вот так зеброй, полоску оставляем, вот так полоску срезаем. Вы можете этого не делать, оставить баклажаны в таком виде, в каком есть. Я буду обжаривать на сковороде. Вы можете запечь в духовке, если вы хотите диетический вариант. Но мне так кажется, они такие очень красивые. Я готовлю классический рецепт. Разнообразие имам байлды очень большое. Полосочка где-то 2,5 сантиметра. Они очень красивые. Посмотрите, какие получаются. Никуда сок не вытекает. Абсолютно. Просто баклажаны зебра, они получаются очень красивые. Насыщенный цвет. А сейчас вот мы устанавливаем так, как они у нас будут установлены на тарелочке. И мы делаем вот так вдоль разрез, но не разрезаем до конца. Ни в коем случае здесь не прорезаем. Не до конца. И каждый баклажанчик вот так вдоль прорезаем. Будем обжаривать. Сначала сейчас посолим. Должна выйти горечь из баклажана. И потом будем обжаривать. Готово. Выкладываем в емкость. И сейчас нам нужно посолить в середочку. Обязательно. Раньше баклажаны такие горькие были. Сейчас, честно говоря, вот сколько солю, даже бывает так, что и жарим не солим. Ну, имеется в виду, чтобы горечь вышла. И не какие-то они не горькие сейчас баклажаны. Удивительно. Можем залить водой. Где-то на 3 литра 1 столовая ложка соли. Под пресс поставить, чтобы вот хорошо отдала горечь. Можем вот так оставить на минут 15. Нам по половинке нужно красного перца и желтого. Освобождаем от плодоножки и от семян, и от перегородок обязательно. Нарезаем сначала на полоски, а затем на кубики. Готово. Мне сейчас нужно воду закипятить. Делаем вот такой надрез. Либо где плодоножка, либо наверху. Нам нужно снять от кожицы, удалить из помидора. Помидоры опускаем в кипящую воду. Я взяла зеленый болгарский перец, тонкостенный. И то же самое делаем. Также начищаем и кубиком нарезаем. А сейчас нарежем головку лука. У меня такая увесистая. Здесь 350 грамм. Нарезаем кубиком. Три-4 зубчика измельчаем. И сейчас, видите, у нас вода кипит, срезом вниз, либо в крутой кипяток. Отключаем воду и 5 минут.
Минут 20 прошло. Они немного изрядно потемнели. Пустили сок. Вот, посмотрите, сока не так много, но есть. И сейчас мы их промываем под проточной водой, и нам нужно их подсушить. Обязательно нужно пройтись внутри среза, вот таким образом аккуратно, не повреждая сам баклажан. И с ними то же самое делаем. Если вы готовите диетический вариант, то берете поддон, противень, сетку сверху и выкладываете баклажаны срезом вниз. Вот таким образом. Вот так, чтобы они лучше запекались. 180 градусов, хорошо разогретую духовку, 45-50 минут до мягкости. Я же буду обжаривать их, поэтому это вам как вариант. Сковороду на средний огонь и где-то 4 столовые ложки оливкового масла. Так, чтобы масло распределялось везде. По 3-4 минутки с каждой стороны до золотистого цвета. Вот посмотрите, как раз мы нарезали зебры, и очень удобно. Выкладываем на тарелку, пусть остывают. Если вы в духовке их разогревали, то уже на этом этапе нужно будет баклажанчики смазать оливковым маслом щедро. Видите, какие они у нас красивые, глянцевые. Они мягкие, но еще не готовы. Тем временем помидоры тоже готовы. С легкостью вот так очищаем от кожуры. Как помните в фильме, брюки превращаются в шорты. Нам нужно все подготовить, чтобы потом при обжарке не было суеты. Можно на доске нарезать кубиком, а можно произвольно на мелкие кусочки. Вот так нарезаем плюсиком и нарезаем помидорки. Очень много сока сейчас будет, поэтому я буду перекладывать в глубокую миску. Здесь, конечно, лучше всего сорта красные, сладкие помидоры. Вот у меня помидоры с белым стержнем, очень жесткие, и они отдают кислинкой. Поэтому я в начинку обязательно буду добавлять чуть-чуть сахарку. А турки тоже точно так же добавляют сахар в начинку, чтобы нейтрализовать и уравновесить кислинку помидора. Все нарезано, и сейчас идем обжаривать овощи. Сковороду на средний огонь. Добавляем оливковое масло. И сюда же отправляем лук. Обжаривать будем до прозрачности. Немножко присолим. Будет вкусный карамельный вкус у лука. Вот лучок у нас великолепно поджарился. Огонь сейчас чуть-чуть ниже среднего. Сюда же добавляем измельченный чеснок. И обжариваем минутку-две. Еще где-то добавляем 2-3 столовые ложки оливкового масла. И сюда же отправляем болгарский перец. На среднем огне обжариваем 5 минут. Не накрываем крышкой. Сковороду лучше брать вот такую большую, плоскую, так чтобы овощи распределялись равномерно и обжаривались тоже равномерно. Не забываем помешивать время от времени. Сюда же добавляем чили, хлопья, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли.
И сюда же добавляем помидоры. Все хорошо смешиваем. Огонь чуть ниже среднего. И сейчас мы будем тушить минут 15 при закрытой крышке. По пучку петрушки и кинзы свежей. Прутики отрезала, грубую часть. И сейчас мелко нарезаю. Все мелко. Отлично. Вот обратите внимание, вода уже практически выпаривается. Баклажан мягкий. Не совсем мягкий, но как раз такой, какой нужно. И сейчас сюда мы добавляем зелень. И немного зелени отложила, чтобы украсить баклажаны. Еще немного добавляем оливкового масла. И все смешиваем. И еще тушим минутку-две. По вкусу присаливаем. Смотрим, достаточно ли соли. Уже крышкой не накрываем. Все готово. Снимаем с огня. Это у меня специальный поднос, в котором я буду жарить баклажаны. Сейчас на мелкой терке натираем помидор. 1-2 помидора. Я порезала большой помидор у меня пополам. И сейчас вот кожура останется у меня в руках, а мякоть вся натрется. Можно с водой смешать томатную пасту. 2 столовые ложки томатной пасты на 150 мл воды. И вот так вот тоже сделать такую жидкость, в которой будут запекаться баклажанчики. Готово. Уже духовку включила на 180 градусов. Сейчас мы немножко присаливаем по вкусу. Обязательно по краю оливковое масло. И сейчас выкладываем баклажанчики. Устанавливаем. И сейчас нам нужно вот так слегка приоткрыть полость баклажана ложечкой, так, чтобы не прорвать его. Расширяем полость слегка. И вот эту мякоть тоже поджимаем вниз, чтобы у нас полости было больше. Если хотите, чтобы у вас ножки, от баклажанчиков сохраняли зеленый цвет, то можно алюминиевой фольгой замотать. Я этого не делаю. Они у меня темненькие, не обжаривались. И так тоже очень красиво. Вот так вот поджимаем. Так, у нас практически все готово. Еще раз контрольный. Разогрета уже духовка хорошо. И сейчас выкладываем овощную массу и равномерно ее распределяем. Я сначала выложу, потом маленькой ложкой буду распределять. Вот так тщательно пройдитесь, так чтобы все заполнено было. Это уже так аппетитно пахнет. Этой начинки хватает на 8 баклажан. Духовка 180 градусов. Выпекать будем сейчас 20 минут. Потом достанем. Сверху положим горький перец. Это так по плану, по традиции. И дольку помидора. И снова на 15 минут. Отправляем в духовку. Выпекать будем на самом нижнем ярусе. А сейчас нам нужно нарезать на 2 половинки помидорки. У меня черри. Можно удлиненные, можно кругленькие. И нам нужно острый перчик освободить от семян, от прожилок обязательно. Вот такие толстые будет неэстетично, поэтому я порежу пополам, сделаем тоненькие. 2 помидорки вполне достаточно. Можно и целую помидорку, но чтобы лучше запеклось, мы сделаем вот так. Духовку не выключаем, доукрасим наши баклажаны. Острый перец по традиции. И вот так, либо долька помидора, либо половинка. У нас половинка черри. И отправляем еще на 15 минут при 180 градусах.
Итак, дорогие друзья, блюдо получилось отменное. Хоть в горячем, хоть в холодном виде подавай его. Очень нежное, сочное и очень-очень пикантное. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас, что бы вы хотели со мной еще приготовить. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.